Сегодня мы поговорим о диете при воспалительных заболеваниях кишечника с комментарием врача-диетолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Диета при воспалительных заболеваниях кишечника, или коротко ВЗК, рекомендации Американской гастроэнтерологической ассоциации, коротко АГА. Первое. В новом обновлении клинической практики АГА всем пациентам с ВЗК рекомендуется соблюдать средиземноморскую диету. Если нет противопоказаний, богатую разнообразными свежими фруктами и овощами, мононенасыщенными жирами, сложными углеводами и нежирными белками, а также минимизировать употребление сахара, соли и ультраобработанных продуктов. Диета с низким содержанием красного и обработанного мяса может уменьшить обострение язвенного колита, но не обнаружено уменьшение рецидивов болезни Крона. Второе. Когда у пациентов наблюдается активное воспаление или структурное осложнение болезни Крона, жидкие питательные смеси доказали свою эффективность. Полная модификация диеты в виде энтерального питания с использованием коммерчески доступных жидких питательных смесей может вызвать ремиссию болезни Крона. При этом наиболее убедительные доказательства наблюдаются у детей. Третье. В руководстве отмечается, что пациентам с кишечными структурами или непроходимостью может быть сложно переваривать сырые овощи и фрукты из-за их волокнистой природы. Им рекомендуется готовить пищу на пару и тщательно жевать. Четвертое. Помимо этих диетических рекомендаций для взрослых, в обновлении рекомендуется грудное вскармливание новорожденных и средиземноморская диета для детей, поскольку и то, и другое может снизить риск развития ВЗК. Пятое. Пациентам с ВЗК, у которых имеется внутрибрюшной абсцесс или флегмонозное воспаление, ограничивающее возможность достижения оптимального питания через пищеварительный тракт, можно использовать кратковременное парентеральное питание для обеспечения покоя кишечника на предоперационной фазе, чтобы уменьшить инфекцию и воспаление. Шестое. Использовать парентеральное питание при желудочно-кишечных свищах с высоким выходом, длительной кишечной непроходимости, синдроме короткой кишки, а также у пациентов с ВЗК с тяжелой недостаточностью питания, когда пероральное и энтеральное питание было опробовано и не помогло, или когда энтеральный доступ невозможен или противопоказан. Седьмое. У пациентов с ВЗК и синдромом короткой кишки длительное парентеральное питание должно быть переведено на индивидуальное управление гидратацией, то есть внутривенная электролитная поддержка и растворы для пероральной регидратации, и пероральный прием, когда это возможно, чтобы снизить риск развития долгосрочных осложнений. Лечение агонистами глюкагона подобного пептида 2 может облегчить этот переход. Восьмое. Всем пациентам с ВЗК требуется регулярный скрининг на предмет недостаточности питания у врача путем оценки признаков и симптомов, включая непреднамеренную потерю веса, отеки и задержку жидкости, а также потерю жировой и мышечной массы. При наблюдении показана более полная оценка недостаточности питания дипломированным врачом-диетологом. Девятое. Все пациенты с ВЗК должны контролироваться на предмет дефицита витамина D и железа. Пациентов с обширным заболеванием подвздошной кишки или предшествующим хирургическим вмешательством на подвздошной кишке следует контролировать на предмет дефицита витамина B12. Десятое. Всем амбулаторным и стационарным пациентам с осложненным ВЗК требуется совместное лечение с дипломированным врачом-диетологом, особенно тем, у кого имеется недостаточность питания, синдром короткой кишки, кожно-кишечная фистула или которым требуется более комплексная диетическая терапия, например, парентеральное питание, энтеральное питание или исключительно энтеральное питание, а также тем, кто находится на диете, исключающей болезнь Крона. Все пациенты с впервые диагностированным ВЗК должны иметь доступ к диетологу. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!